Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Реалии Сек PS, и пришло время открывать сезон обзоров патчей на предстоящий сезон 22-23. Уже неоднократно были вопросы, а где обзоры на патчи, а будут ли обзоры на патчи на новый предстоящий сезон, и вот вам один большой ответ. Да, будут, и мы начинаем эти самые обзоры с данного ролика, с обзора Хано патч для PES 2017. В рамках данного ролика я расскажу про контент данного патча, расскажу, как его устанавливать, ну и дам свою скромную оценку для этого патча. Как и всегда, не забывайте поддерживать ролик лайками, друзья, поскольку это очень важно. Ну и в комментариях пишите, играете ли вы в 17-ю часть до сих пор, или же играете уже в более актуальной части. Ну а мы начинаем. А спонсорами данного ролика на этот раз стали моя группа ВКонтакте и Телеграм-канал, ссылка на который присутствует в описании. В Телеграме мы обсуждаем различные новости, я делюсь какими-то своими мыслями, анонсирую ролики, стримы и так далее. ВКонтакте все новости и слухи по игре, а также небольшой эксклюзивный контент за спонсорскую подписку. Опять-таки, ссылки в описании. Сегодня у нас на обзоре две версии патча, две версии одного патча, одна чуть глобальная, другая чуть поменьше. Одна с контентом на сезон 21-22, а другая, которая поменьше, с контентом на сезон 22-23. Но так или иначе, я расскажу про обе этих версии, как их устанавливать и так далее. Итак, Хано патч для PES 2017. Что же он привносит в игру? Версия 8.0 привносит в игру весь контент на конец сезона 21-22. Актуальные составы, трансферы, фейсы, формы, логотипы, все это присутствует в игре. С этим патчем игра обновляется прям очень даже заметно. Как в плане оформления лиг, турниров и прочего, так и в плане графики, поскольку были добавлены модификации, которые добавляют новый газон, исправляют графику, была изменена сетка ворот и все в таком роде. Как я упомянул ранее, все составы в данном патче достаточно актуальны, поскольку используются базы данных из мобильной версии PES, именно что из мобильной версии PES, а не eFootball, поскольку здесь присутствуют составы российской премьер-лиги, бельгийской лиги, турецкой лиги, которые прямиком взяты из базы данных мобильной версии PES. Опять-таки, возвращаясь к графике данного патча, стоит отметить, что здесь обновлен пак стадионов, и все около 40 стадионов, они обновлены, как графически, так и в целом пак обновлен, то есть это не стандартный пак, который мы привыкли наблюдать. И стоит отметить, что качество этих стадионов очень даже хорошее. В свою очередь, версия 8.1 привносит контент уже на предстоящий сезон, сезон 22-23. А в частности, были проведены все трансферы на момент июня и на начало июля. Были обновлены формы для топовых клубов, которые уже успели представить свои формы на новый сезон. Были обновлены рейтинги игроков, были опять-таки обновлены фейсы для каких-то игроков. В топовых лигах произошла рокировка команд, которые вышли в высший дивизион из низшего и наоборот, из высшего в низший. Была обновлена графика Еврокубков, обновлены составы топовых клубов. Теперь большинство команд играют с реальной схемой и с реальными составами, которые мы привыкли наблюдать в реальной жизни. И много всего интересного, на что также стоит обратить внимание в данном патче. С полным описанием вы сможете ознакомиться в текстовом документе, который будет в архиве с данным патчем. И стоит отметить, что контента там, прям предостаточно. Что же касаемо установки данного патча, то здесь все также очень просто. В описании будет две ссылки на два архива, которые будут в себе содержать текстовые файлы с ссылками на архивы различных версий, версии 8.0 и 8.1. Для начала скачиваем чистую версию PES 2017 и после этого скачиваем патч с версии 8.0. После того, как вы скачали все 6 архивов с версии 8.0, распаковываем их и кидаем в папку с игрой. Также кидаем файлы в мои документы и после чего генерируем zip файл лист в соответствующей программе. После чего также скачиваем все архивы с версии 8.1, после чего его разархивируем. Кидаем файлы, которые необходимо кинуть в папку с игрой и кидаем другие файлы в папку «Мои документы», там где находятся документы 17 части. И после этого также генерируем файлы через программу zip файл лист, отмечаем все файлы, ставим No DLC и нажимаем на кнопку Generate. После этого патч установлен и можно играть. Ну и в завершение данного ролика поделюсь своим скромным мнением по поводу данной модификации. Как по мне, это один из лучших бесплатных патчей для 17 части игры, который уже доступен для скачивания, который уже позволяет прикоснуться к контенту на новый сезон. Контента там более чем предостаточно, как для обычных лиг, так и для турниров, для чемпионата мира, Кубка Африки и так далее.
Также была проведена неплохая работа над мини-фейсами, составами, рейтингами, то есть вся база данных, она взята из мобильной версии PES, то есть соответствует актуальной по большей части. Также проведена неплохая работа над графикой данного патча, присутствует графика у различных турниров, у большинства игроков присутствуют фейсы, татуировки, те же самые формы выглядят отлично, то есть мне все нравится. Однако он не без минусов. Поскольку те же самые российские клубы, бельгийские клубы, они все по большей части представлены без комплектов форм. Поэтому если вам предстоит встретиться с этими клубами в Еврокубках, в Лиге Чемпионов или в Лиге Европы, то вы будете играть против команды без реальной формы. И это не есть хорошо. Ну и также происходят вылеты, с чем я столкнулся лично, когда пробовал карьеру. То есть я во время карьеры вылетел. Поэтому на это тоже стоит обратить внимание. Но если закрыть глаза на все это, то патч в принципе очень даже неплохой и точно стоит вашего внимания. Поэтому рекомендую ознакомиться по ссылкам в описании. Ну а на этом у меня все. Я всех благодарю за просмотр данного обзора и надеюсь, что у вас получится установить этот патч без каких-либо проблем. Если же этот ролик вам помог, то не забудьте поддержать его своим большим пальцем вверх, это крайне важно. Ну а в комментариях делитесь своими впечатлениями от данного патча. У меня на этом все. Я всем желаю удачной установки и приятной игры. До скорых встреч, друзья!